Знаете что? Я люблю Майнкрафт, ведь в нем можно рассказать огромное количество сложных политических и исторических тем в забавной и смешной манере. Но сегодня речь пойдет о Курилах. Кто-то, возможно, слышал, что Украина признала Курильские острова за Японией, в свою очередь Япония претендует на них. Правда, не на все острова, а официально только на 4 острова, а именно на Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабумаи. Кто-то может сказать, да пусть забирают хоть все острова, ведь на них Япония, в отличие от плохой Рашки, построит цивилизацию. А кто-то скажет, что не допустит передачи землицы русской. Но политика куда сложнее. И сегодня я вам расскажу о геополитическом весе как всех Курильских островов, так и 4 островков, на которые официально и претендует наш морской сосед. Но началось с международных отношений, ведь вся политика строится на нем. РФ. Между Россией и Японией довольно неплохие отношения. По крайней мере, были до 24 февраля. А до ковида стороны рассматривали без виз. На данный момент Япония ввела несколько незначительных санкций, а Россия ввела Японию в список недружественных государств. Кто-то, возможно, спросит, а почему не было таковых санкций? Она же типа от России независима. Вы будете правы, но вот в чем суть. Россия единственная сосед, который не хочет натянуть трусы на голову ей. Вообще, сама Япония, она демобилизована, но Соединенные Штаты гарантируют независимость Японии. Но в случае настоящего нападения на нее, США никак не сможет помочь своему авианосцу. Куда перспективнее будет получить соседа в лице государства, которое не хочет ее уничтожить, а именно в лице России. Но про это все же немного попозже. СССР. Между Советским Союзом и Японией отношения были ужасны. Ведь Япония, пока СССР воевала, вела неофициальную войну. А до войны с Рейхом Япония устроила пограничную войну с оккупированной Маньчжурией. А после войны, когда СССР и получила от Японии Курилы и Южный Сахалин, и начала претендовать на эти 4 островка. Ведь по мирному договору Сан-Франциско для облегчения используется аббревиатура Курильские острова. Но японцы пошли на хитрость и заявили, что Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабумаи не являются и Курильскими островами, а являются продолжением Хоккайдо. Но примечательно, что не было предоставлено никаких доказательств на этот счет. Но СССР для того, чтобы вытянуть Японию из американской сферы влияния, хотела передать Японии Хабумаи и Шикотан. Япония-то не против, но, знаете, Япония не является не 100% суверенным государством, а является, грубо говоря, марионеточным государством США, которое в советское время была буфером СССР, а США хотели, чтобы Япония не выходила из ее сферы влияния и приказала буквально саботировать подписание, что японцы и сделали. Но СССР после этого не хотел делиться землей с ними. Российская империя. Никогда не было таких идеальных отношений между нашими государствами, как при Российской империи. Отношения были очень дружелюбные. Вопрос Курил не стоял. Практически никогда. Когда впервые острова перешли России, то всем было на них все равно. Сахалин на тот момент было совместным русско-японским владением. Россия любезно передала вышесказанные 4 островка японцам. А потом Россия передала все Курильские острова Японии взамен на полный контроль над Сахалином. Казалось, что могло пойти не так? А все. Просто цинь. Ослабшая и предразваленная Китайская империя и стала яблоком раздора. Мировые страны начали делить зоны влияния над Китаем. Россия видела в своей сфере влияния Маньчжурию и марионеточную Китай и Корею. Но вот предательство. Такие же амбиции были и у Японии. Не сумевшись договориться, все вылилось в войну, которую проиграла Россия. По мирному договору Маньчжурия, часть внутренней Монголии, или по-другому называется Мэньцзянь, перешли в сферу влияния Японии, фактически ставшие марионетками. Корею Япония поглотила полностью. Также полностью беспородно Курилы остались за японцами, и добавок южная часть Сахалина перешла в состав Японии. Там были еще передачи портов, репарации, но моя цель не рассказать подробную историю взаимоотношений держав, а рассказать очень поверхностно, уделяя внимание на основные, а главное на важные моменты. Но довольно быстро между империями стали восстанавливаться отношения. Были подписаны 4 русско-японские конвенции, а в Первую мировую войну Россия и Япония были в одном союзе. Но что насчет международных отношений Японии с соседями? Китай, который КНР, все еще не забыл об оккупации и геноцид. Имеются страны территориальные претензии. В ходе видео я не буду на них заострять внимание, поскольку не совсем об этом видео. А также Япония главный союзник США вне НАТО. Стоит ли говорить, что КНР это не сильно такие нравится? Северная Корея. Это вообще отдельный сюр. Они стабильненько раз в неделю обмениваются друг другу ласками. Как же они хотят друг друга поубивать. Также солнцеликова в Корее, американо шизофрения, да и они ничего не позабыли. Южная Корея. У них поддерживается относительное спокойствие, хоть они тоже друг друга
ненавидят. У Токио есть территориальные островные претензии. Тоже они ничего не позабыли, да, азиаты довольно злопамятные. Хоть торговые отношения неплохие, но политически у них все очень не очень. Нередки случаи, когда в ресторанах японской кухни можно встретить табличку «Японцам вход запрещен». Китай, который Китайская республика, также известный как Тайвань. Данное островное государство никем не признано, ровно как и Японией, но не только поэтому у них есть разногласия в политическом смысле. У них по старинке есть территориальные островные претензии, злопамятность и все такое. Вот и получается, что Россия единственное государство, которое не хочет уничтожить Японию. Но у Японии и РФ есть также территориальные островные претензии, а именно Курилы. Но официально Токио заявляет, что она претендует на 4 островка. Почти, но про это немного позже. А именно на Итруп, Шигатан, Кабумаи и Кунашир. Но почему же почти? А потому что Кабумаи это группа островов. Да и название японское, а по-русски все очень просто. Плоские острова. Хоть официально в России вроде как японское название, что и хорошо. Но теперь почему нельзя передавать Курилы, даже 4 островка? Возвращаясь немного назад, а именно, Япония не является не 100% суверенным государством, а является, грубо говоря, марионеточным государством США. Повторю, Япония не 100% суверенное государство. Поверьте, Япония давно хочет изгнать из своей страны США, но все попытки тщетны. Дело в том, что Япония, если и получит 4 островка, то будет выход в Охотское море. Начнем с лайтового. Япония сможет добывать там рыбу. А мы и так много за нее платим, тут хотят последнее забрать. А вот куда хуже, в Охотское море могут входить вражеские корабли, а на островах появится оружие и базы. Разрешение получить от своего же авианосца не так уж и сложно, да и амбиции морского соседа немалы. И сегодня мы без боя, так скажем, передадим 4 островка, то нам может потребовать уже все Курилы. Если и тогда мы подчинимся, то тогда может прийти и на южный Сахалин, а затем и на северный. А потом что? Владивосток и Хабаровск, а я напомню, во время гражданской войны в России японцы оккупировали Владивосток и Хабаровск. Ну, конечно, это все из-за теории, но суть понятна. К слову, на Курилах довольно много интересных ресурсов, которых у Японии не так уж и много. А на Курилах есть еще и нефть. Примечательно, что Россия предлагала Японии добывать и перерабатывать ее совместно, но они отказались. А еще на Курилах есть много действующих и недействующих вулканов. Помимо бессмысленных ресурсов, там есть и редий, которые полюбили в ракетостроении. Ресурс редкий, дорогой, из-за чего Япония бы не прочь заполучить. Из-за этого споры ведутся даже на вулканы и микроостровки, где человек даже не поместится. Все может играть в интересы Японии. Если сегодня Япония и Россия завершат территориальный конфликт, и в владение Японии придут 2 островка, напомню, они не играют особой геополитической роли, то ни Япония, ни США не получат выходу к морю. А если получат 4 островка или вообще все Курилы, то Япония и Америка получат выход к границам России через Охотское море. Как бы да, в договоре можно запретить выход прочим государствам, кроме России, стран ТКБ и Японии, но саботаж подписаний никто не отменял, ровно как и нарушение договора. А что сделает Россия? Обеспокоится, и политический протест это ничего не решит. Потопит, будут проблемы с США, которые не нужны России. Есть смысл подписания договора в нескольких случаях. Первое, если Япония уйдет из орбиты США. Если США и Россия придут к гарантиям и консенсусам по отношению не заплывать кораблям в Охотское море. Если Россия и США смогут прийти к дружественным отношениям. И четвертое, если будут демобилизованы как острова, так и море. Да, это пример, но все же. Это единственные способы, чтобы прийти к консенсусам. Юридическая сторона вопроса. Хорошо, что по юридической стороне? Если ходить вокруг да около, то весь мир признает все Курилы за Россией, что бесит Японию. Острова она хочет из-за того, что ранее они принадлежали ей. Максимум, кто оспаривает бок о бок с Японией, это, в принципе, только одна лишь Украина, поскольку это единственное государство, которое признало 4 высших описанных острова за Токио. Вообще, это не сильно таки удивительно. Инвестиция и цивилизация. Некоторые умные люди, в кавычках, говорят, мол, японцы построят там цивилизацию и будут инвестировать в них, а население даже не пострадает, а наоборот поживет цивилизацией. Хорошо, мне нравится разбирать такие вопросы. Начнем с инвестиций. И да, внимание, я не разбираюсь в экономике и в инвестициях в хорошем уровне. Если что, комментарии открыты. В общем, инвестиции. Долго разглагольствовать я не буду. Если бы Япония хотела заниматься инвестициями, им не обязательно иметь острова в своем составе. А инвестировать можно в регионы, не входящие в состав страны. Да, инвестиции делаются не с хорошей душой, а с целью выручки, как никак
капитализм, цивилизация. Хорошо, представим, что тупая Рашка не может построить цивилизацию, а японцы смогут. Но каким образом? Насчет инвестиций я уже говорил выше. Обычно развитие экономической стороны хоть и возможны. Но давайте будем честны. Острова будут мобилизованы. Население. Будет ли хорошо жить российское население, которые живут на Итрупе и на прочих 4 прецеденных островах? Я не уверен. Конечно, смотря на каких условиях перейдут острова в состав Японии. Если будет широкая автономия, то бишь язык, русские школы и прочие учебные заведения, демобилизация и сохранение русской культуры, то возможно. Но если просто перейдут в состав без автономии, то не факт. Сдерживать от угнетения и выселения населения будет страх о разрыве отношений между нациями, что Японии ну уж очень не надо. А так будет постепенно убираться таблички на русском языке, потом закрываться русские школы и прочие учебные заведения. Ну, конечно, я во всем этом до конца и не уверен. Если подытожить, острова российские, Япония на них права не имеет, а просто хочет получить, потому что они ей когда-то там принадлежали. Передача островов просто так, без дополнительных договоренностей и гарантий, придут к мобилизации островов и усилению контингента войск США у Японского моря и появление американского контингента войск в Охотском море, которое является внутренним морем России, но после этого оно перестанет быть таковым. Передача части островов в лице Хабума и Шикотана не будет выгодна США, в свою очередь будет выгодна Японии, поскольку она сможет добиться помощи у России о выходе ее из-под американской орбиты. Ну а на это все, с вами был я, Вечерний, всем пока!